Ну что ж, друзья, это свершилось, и это видеоролик из нашего большого китайского приключения, и первый удар мы решили нанести по главному магниту Пекина. Это Universal Studios. Сразу предупреждаю, полноценный отрос столицы Шанхая еще впереди, но этот парк — это просто отдельная вселенная. И мы просто так не могли и не имели права смешивать его со всеми городскими развлечениями, которые нам были доступны. Тем более мы там провели целых 2 дня. Если посчитать, это примерно 15% всей нашей поездки, поэтому этот видеоролик отдельный. И знаете что? Это легенда. Это пятый Universal в мире и третий в Азии. Его строили 4 года, и в этом году у него был небольшой юбилейчик. Так что это вдвойне приятно, что мы посетили Universal Studios в Пекине в этом году. А теперь просто представьте масштабы. 600 футбольных полей, и это именно столько мест, сколько занимает эта махина. 4 квадратных километра. За 2 дня, конечно же, мы не все прошли и не все забежали в каждой закоулке и подобные моменты. Но даже в этом есть плюс, мы можем туда вернуться в любой момент. Так что погнали смотреть, что там есть и как там дела. Надеюсь, вы узнали. Там те же крыши со снегом, тот же паровоз и та же музыка из фильмов. Даже когда на улице было 25, мы ощущали, что вот-вот пойдет снег. Но в этом и суть магии. Улицы сделаны качественно, не чувствуют, что это декорации, и мы реально думали, что гуляем в деревне наших любимых волшебников, теперь уже любимых. Итак, что еще? Ну, в магазинчиках, как понятно, продается куча сладостей, различных конфет, бобов и тому подобное. В одежде можно найти мантии, атрибутику факультетов, всякие различные кружки и подобные вещи. Самое интересное, если купить интерактивную палочку, то можно колдовать прямо на улице. Грубо говоря, тыкаешь в витрину, и там могут что-то шевелиться, что-то летать и что-то загораться. Ну и самое главное, конечно же, здесь это аттракцион внутри замка, внутри Хогвартса. Называется «Запретное путешествие». Сначала вы проходите просто через комнаты Хогвартса, с вами разговаривают портреты, распределяющая шляпа что-то будет бормотать, все на китайском, соответственно. А потом вы просто садитесь в движущее кресло, и мы просто думали сначала, что это просто прогулка, весь аттракцион. Но на самом деле это смесь 3D-экранов, живых декораций, мы летаем вокруг замка с Гарри, встречаем дракона, дементоров и тому подобного. При этом дракон может у вас дышать жаром прямо в лицо, и это оказывает очень сильное впечатление, даже если вы не фанат Поттера. Ну, как я, например, в этот момент. Из минусов огромная очередь, в принципе, как и везде. В среднем где-то час-полтора. Но именно этот аттракцион стоит этой очереди. Единственный ресторан, в который стоит очередь как на аттракцион, это тот самый с каминными деревянными столами. И да, название можете вспомнить сами. Еда там очень дорогая, но по вкусу вполне приемлемая. Внутри все красиво оформлено, но людей просто море. И они, конечно же, немного влияют на антураж. Что же, конечно, еще? Сливочное пиво. Оно продается прямо на улицах, в палатках или в том же ресторане, да в принципе везде. На вкус что-то среднее между карамельной газировкой и сливочным лимонадом. Мы с ним нафоткались. Что в итоге про зону Гарри Поттера? Она сделана с душой. Не чувствуется спешки или экономии, детали, звуки, даже запахи, и все создает настроение. Пожалуй, это лучшее место в парке, и мы заходили сюда оба дня, потому что за один раз все не прочувствовать. Можно просто гулять, можно просто кататься на аттракционе по несколько раз, а можно сидеть на лавочке с кружечкой сливочного пива и смотреть на замок. Полет на гипогрифе я не советую. Что ж, с вашего позволения начну про другие тематические зоны покороче, потому что там мало контента, либо он рассчитан под определенную аудиторию. Начнем с трансформеров, там два аттракциона, это битва за искру, чем-то похоже на запретное путешествие в Гарри Поттере, то есть вы садитесь в машинку, одеваете очки и вас там катает по полю сражений между десептиконами и автоботами. Ну, так, пойдет. И есть также американские горки, это один из самых экстремальных режимов и аттракционов во всем парке, Десептикостер. В целом, мы туда ходили 2 раза, и советую бежать сразу при открытии парка с самого утра туда. Вас могут посадить на места для экспресс-пропуска, то есть первые ряды, ну, получите чуть больше ощущений. А еще там довольно вкусная еда и довольно приятная по цене. Не даже боюсь его трогать. А, он сырая говядина. Что поговорим про мир юрского периода? Вообще ни о чем зона на самом деле. Оформлена классно, есть такие атрибуты из фильмов, но аттракционы там, ну, такое себе. Самый главный там полет, не помню, как даже называется, но в полет в горе, да, вас там за гору выносит, вы летите прямо в воздухе, но стоять туда 2 часа, чтобы прокатиться
полторы минуты вообще ни о чем. Лучше постоять еще раз на Дипси Костер или куда-нибудь в Гарри Поттер зону. Ну и две для маленьких зоны, это Кунг-фу Панда и Гадкий Я. В Кунг-фу Панде можно вкусно и дешево поесть, там куча лапши, всяких примешек. Аттракционы, честно, не смотрел, потому что они рассчитаны прямо для детей. И если вы зайдете в эту зону, вы прям увидите, что там все рассчитано для детей. Гадкий Я примерно то же самое, только поменялся стиль, и там тоже все для детей, хотя мы даже покатались там в экскурсии по дому Грю. Помимо этого в парке также куча других тематических зон, маленьких, да, это типа театральные представления. У них есть особое расписание, которое можно посмотреть в приложении и подгадать, когда можно подойти и посмотреть на это. Мы были на пении жаб, выступлении других школ Гарри Поттера, там и танцы были в основном. Еще мы были в театре, где было представление «Как приручить дракона», по-моему, мультик называется. Также мы были на Зверопое и на водном представлении шоу из офигенного фильма про водный апокалипсис. Также в парке в 5 часов начинается ежедневный парад любимых героев, где все герои из различных мультфильмов Universal двигаются перед вами, вы можете с ними взаимодействовать даже. Так у меня пока есть Мел Чаннинга почти увел жену. Ну, такое бывает, я думаю. Yes, she believed that I'm going to marry Fiona and be king one day. Завершение было зажжение огня на Хогвартсе. Он как бы загорелся различными красками в виде цветов факультетов и их логотипов. Мне больше всего понравился Слизерин, теперь это сплю за Слизерин, поэтому я закупился полной атрибутикой Слизерина. Ну, такие дела. Пекинский Universal — это огонь. Да, дорого, да, очереди, но это того стоит. Поттер, конечно же, топ, трансформеры круто, Джурасик на любителя, ну, остальные вообще по желанию. Главное, конечно же, атмосфера. Парк сделан душой, нам везде хотелось задержаться, развлечься, и 2 дня пролетели как один. Мы еще обязательно вернемся, возможно, тогда уже достроят новые секции, ну а пока всем советуем, приезжайте, катайтесь, кайфуйте.